Выкройка полностью готова. Тканюшки постирала. Они высохли. И хочу вам показать, как они выглядят после стирки. Ткань стала довольно мягкая. Мягче, чем была новая в упаковочке. И вот так вот выглядит цвет. Вот эта ткань, мне кажется, вообще не поменялась в цвете. А вот эта ткань стала чуть такая бледнее. Немножечко краска смылась. Не знаю, какой процент усадки, но думаю, она все равно есть. И это указано на сайте, когда я заказывала, что есть какой-то процент усадки. Сейчас я тканюшки проутюжу и будем кроить с вами костюмчик и шить. Итак, все детали я расположила на ткани. Кроить я буду на полу. И, к слову, пол я пропылесосила и помыла, прежде чем это делать. И делаю это каждый раз. Расположила я выкройки на ткани с учетом расположения направления рисунка. У меня идет крупный рисунок, и это я учитывала. Поэтому мои детали расположились на ткани вот так. Также я соблюдаю направление всех долевых нитей. И у меня почти все тютельку в тютельку. Единственное, я буду делать, немного изменила модель, я буду делать короткий рукав, но вот здесь я оставила чуть-чуть ткани, хочу сделать, удлинить и посмотреть, уже померить на себе. То есть не тот короткий рукав, который я изначально померила, а сделаю чуть длиннее, потому что ткань остается. И вот здесь вот у меня располагается кокетка, остается вот такой кусочек, там сгиб, как раз у меня здесь уложится вторая кокетка и второй воротник. Что еще хотелось добавить? Плюсы выкройки с прибавками. То есть не надо думать, не надо гадать, где что прибавить. Низ, там, я не знаю, боковые швы, все уже на бумаге есть. Располагаем. И еще один плюс, на мой взгляд, можно сразу вырезать ножницами, прям по лекалам, не чертя мелом или мылом. Так что я сейчас приступаю к раскрою. Приступаю к пошиву и свой костюм начну шить с брючек. Они очень простые, на них нет карманов, цельнокроенная обтачка. Что я буду делать первым делом? Я стачаю заднюю и переднюю половинки брюк по боковому срезу. Срез этот обметаю и заутюжу на заднюю половинку. Далее мне нужно стачать внутренние срезы брюк, обметать и заутюжить на переднюю половинку. Но прежде я хочу подогнуть низ, чтобы это было сделать сейчас легко и просто. А когда брючина будет стачена в круг, будет не так удобно. Моя подгибка 4 сантиметра, и я отмечаю 8 сантиметров. Подгибаю, приутюживаю по намеченной линии, отворачиваю и еще раз подгибаю. Благодаря чему у меня уже будут отутюженные низ отутюженный, и я потом просто проложу строчку после того, как стачаю шаговые вот эти внутренние швы. То же самое мне нужно проделать сейчас сверху брюк с цельнокроенной обтачкой. Я отмечу прибавочку, отутюжу, подверну краешек и уже потом буду дальше шить.
Так как на это место, на эту строчку у нас идет большая нагрузка, я проложила их две. И, кстати, строчку можно прокладывать всего лишь до линии колена. Нам важно вот это вот место. Что мы делаем далее? Далее, прежде чем заутюживать наш шов, мы сначала отутюжим нашу подгибочку, чтобы она у нас не потерялась. То есть мы ее вот так выкладываем, как мы ее закладывали с вами ранее. Заворачиваем, подворачиваем. И это местечко мы заутюживаем. Низ я прострочила. Вот так это выглядит. И далее мне нужно стачать брючки между собой по вот этому шву. Для этого я одну из брючин выворачиваю наизнанку. И вставляю в нее другую брючину. Совмещаю внутренние швы и также края моих цельнокроенных обтачек. Так как здесь у нас тоже идет большая нагрузка на шов, я проложу здесь 2 строчки. И еще со стороны спинки на обтачке вот здесь я оставлю отверстие для того, чтобы вставить резинку. Далее шов мы обметываем и заутюживаем. Шов у нас смотрит на правую половинку брюк. Заутюживаем так, чтобы вот здесь вот у нас, где у нас верхний подгиб обтачка под резинку, сначала ее расправляем и заутюживаем так, чтобы она у нас сохранила свой изначальный подгиб. И заутюживаем. Со стороны спинки шов у нас идет, ложится в одну сторону, только вот здесь сверху мы отверстие сразу закладываем под резинку, вот оно у меня. И тоже так же аккуратно обтачечку подворачиваем. И отутюживаем. Далее прокладываем строчку по нашей обтачке примерно на 1 мм от края. Обтачку прострочила. И прежде чем я вставлю сюда резинку, мне нужно наметить отделочные строчки, так как без резинки это сделать проще. Мы приблизительно делим расстояние ширины резинки и намечаем мелком, чтобы видеть и отстрачивать уже вместе с резинкой. От края я беру 1,5, и дальше у меня будет строчка тоже 1,5 сантиметра. А там как выйдет. Ну, приблизительно. Вот на таком расстоянии я проложу строчку. Далее мне нужно измерить резинку. Я по себе буду это делать и уже вставлю в брючки. Резинку я вдела, и теперь мне нужно застрочить ее на машинке. Вот я заколола булавочками, потом я ее расправлю, и отверстие, в которое я ее вдевала, я зашью потайными стежками. Ну а дальше мне нужно будет отстрочить ее 2 отделочными строчками с лица. Домашние брючки в пижамном стиле готовы. Вот так они выглядят. Сначала я хотела сшить себе шорты, но подумала, что сделаю брючки немного укороченные, поэтому они мне не длинные, примерно по щиколотку. Обработочка здесь простая, я вам все показывала. Здесь отстрочено, швы обметаны, резинка слабая, чтобы мне было максимально комфортно, так как это одежда для дома. Ну и нет никаких карманов. Брючки сшились быстро, всего, наверное, часа за 3, это включая то, что я снимала. Сейчас я их померяю, и вы оцените.
оцените мой результат на мне. Размер брючек 50.